Всем привет! Меня зовут Артем Дервоед, и это серия уроков игры на классической гитаре. У меня в руках гитара Yamaha CG122MC, на которую я установил струны D'Addario ProArt Dynacore. Сегодня мы поговорим о постановке левой руки. Постановка левой руки не менее фундаментальна, чем постановка правой. Я покажу очень простой пример. Для того, чтобы удержать любой предмет в руках, мы создаем действие и противодействие. Вот этими пальцами мы создаем действие, а большим пальцем – противодействие. Таким образом, карандаш держится в руке. То же самое и при игре на гитаре. Большой палец давит в гриф с одной стороны, а эти пальцы нажимают на лады с другой стороны. Именно это действие дает нам возможность зажимать аккорды, зажимать звуки, иногда и прилагать усилия, если мы говорим о барре. Очень частая ошибка у детей – это когда большой палец находится вот в таком положении. На инструменте эта ошибка выглядит вот так. Это неправильное положение пальца. Правильное положение – это когда у нас есть прогиб в этой фаланге, и мы давим по направлению к этим пальцам. Важный момент, что большой палец располагается примерно напротив второго пальца или даже чуть правее, ближе к третьему. Почему большой палец должен располагаться примерно напротив второго или чуть правее? Потому что иначе не будет баланса. Вы попробуйте сместить большой палец куда-нибудь еще и попробуйте удержать предмет. Это становится достаточно сложным. Поэтому, когда большой палец располагается примерно напротив второго пальца, у нас получается идеальный баланс, и предмет не упадает из руки. То же самое и при игре на гитаре. Располагая большой палец напротив второго, мы можем прилагать одинаковые усилия как и в четвертом пальце, так и в первом, не меняя положение большого пальца. Пальцы левой руки располагаются параллельно ладам, порожкам. И основное движение руки – это когда мы достаем ее из-под грифа, либо убираем за гриф. Сейчас мы поговорим об игре в одной позиции. Левая рука двигается либо из-под грифа, либо за гриф. Обратите внимание, что фаланги всех пальцев полусогнуты, и двигаясь от первой струны к шестой, мы будем постепенно доставать левую руку из-под грифа. Для игры на басовых струнах рука нам нужна здесь, сама кисть. Когда мы двигаемся от басовой струны к первой, мы точно так же плавно убираем руку за гриф. И обратно. Два таких простых движения.
А теперь перейдем к смене позиций. Смена позиций происходит за счет вот такого горизонтального движения в кисти. Противопоставить этому можно более резкое движение при смене. Я бы не рекомендовал так делать. Во-первых, потому что это резко выглядит. А если мы, например, играем медленную и плавную музыку, то мы должны исключить резкие движения. Плюс ко всему, есть вот этот важный момент, когда мы сокращаем дистанцию при переходе в следующую позицию. Что и минимализирует возможность ошибки, и, опять же, делает наши движения более плавными. А теперь поговорим о растяжке между пальцами. Есть инструменты, обычно на них маленькие грифы, где растяжка или достижение следующей ноты происходит за счет длины самого пальца. На гитаре мы так не делаем. На гитаре очень важный момент – это горизонтальная растяжка между пальцами. Именно так мы переходим из одного звука в другой и из одного пальца в следующий. Такой вариант является неправильным. А это правильный вариант. Так играть намного сложнее и требует определенных навыков, а также, возможно, нескольких лет тренировки самой растяжки. Тем не менее, когда вы перейдете к более сложному репертуару, вы поймете, что это единственный способ игры, потому что если бы мы были просто мелодическим инструментом и играли только мелодию, как на скрипке, тогда, конечно же, можно было бы использовать и такую скрипичную технику. Но поскольку гитара – это полифонический инструмент, на котором доступна не имитация многоголосия, а самое настоящее многоголосие, то именно такая техника с растяжкой между пальцами дает нам возможность играть сложные произведения, в том числе и полифонического плана, без каких-либо проблем. Итак, сегодня мы разобрали, как работает левая рука. И самое главное, помните, что ничего нигде не должно зажиматься. Если у вас где-то появляется зажим или устала какая-либо рука, обязательно нужно отдохнуть 5 минут, 10 минут, час. Но всегда возвращайтесь к занятиям, потому что именно ежедневные занятия делают нас виртуозами. На сегодня все. До новых встреч. Пока.